Я с 83 года начал работать в журналистике, корреспондентом национального радио. Тогда был комитет по телевидению и радио Ямало-Ненецкого автономного округа. И вот с тех пор я, правда, с небольшими перерывами, в общей сложности 36 лет проработал в средствах массовой информации. По образованию я учитель начальных классов и преподаватель биологии. А пошел работать в средства массовой информации из-за того, что нужен был там человек, знающий хантыйский язык. И вот из-за того, что я хантыйский язык знал, я начал работать в комитете по телевидению и радио. Там, значит, что нужно сказать? Мне эта работа очень нравилась, потому что она была нужна нашим людям, говорящим на ханты языке. Тогда только по радио можно было, телевидения не было, можно было передать информацию, и чтобы люди услышали свой родной язык. Это ведь очень приятно, когда слышишь по радио свой язык. Иногда люди бросали работу на природе и старались попасть домой, чтобы услышать родную речь. И кроме того, я и до сих пор, работая главным редактором в газете, последнюю страницу своей газеты мы посвящали фольклору, потому что это же кладезь нашего языка, кладезь мыслей. Вот. А самое главное, что через сказку, былины, песни люди узнавали свою историю народа, новые факты из истории и новые слова. Вот. И стремились, чтобы свой язык не забывать, старались говорить на своем языке, вот на стойбищах. Вот такой интересный факт. Когда я начал впервые работать корреспондентом, я не имел национальной одежды. И вот эта одежда этот факт очень, видимо, не нравился нашим читателям, потому что не родной человек приехал в русской одежде. Вот. Постепенно я стал приобретать нашу одежду, и постепенно я стал своим человеком. Потому что если в одном месте родился, поеду в другое место, там незнакомые люди, и если я начал говорить по-хантыйски с ними, и нашей национальной одежде, то тогда я становился своим человеком, и делились со мной своими сказками, рассказывали о своей жизни, а я это передавал. И люди, как сейчас в интернете, да, ВКонтакте сидишь, напишешь, и почти весь мир об этом народе или о каком-то факте будет знать. Вот радио в то время было нашим распространителем информации. Люди, народ ханты, своих детей, и это очень прискорбно, они не учат своих детей говорить на родном языке. А когда сваливает на школу, почему там родной язык не преподают, я в первую очередь говорю, чтобы люди
сами своих детей обучали, потому что они-то знают язык, а детей не учат говорить. Вот это плохо. А когда ты его научишь на родном языке говорить, он и в школе будет на родном языке, хотя будет обучаться на русском языке. Это же не мешает, не будет лишним. Вот это, считаю, что это плохо. Первую сказку я перевел «Конек-горбунок» на хантыйский язык, назвал по-хантыйски «Мукарень-лови», то есть лошадь с двумя горбами. И потом за это меня приняли в Союз писателей России, и в номинации «Миссионер русской культуры» я был номинирован. Вот. Потом пошли сказки Пушкина. Я перевел все сказки Пушкина, 5 сказок. И сейчас осталась одна поэма «Руслан и Людмила». «Руслан и Людмилу» я уже начал переводить, вот, но когда закончу, не знаю. Сейчас мы работаем в газете, там, например, стих. Мы его перекладываем на хантыйский язык как поющее слово, или слова, которые поют, или слова, которые стройно рассказывают. Лунгтар, то есть песня, которую читают, а не поют. Вот так у нас стихотворение называется. Прямого перевода, прямого переложения, перевода не нужно, а нужно переводить смысл, мысль, которая заложена в этом предложении. Вот, так как один человек эту мысль по-другому, народ, язык, эту мысль по-другому излагает, но мысль, она остается мыслью и в другом языке, а эту мысль в другом языке выражает уже другими словами. Плохая погода, погода такая, что собаку нельзя на улицу выгнать, а у нас это говорят халя-хальтиторум, то есть мертвые, такая плохая погода, что мертвые умирают. А получается, что это плохая погода, ненастная, смертельная для человека время, и он должен сидеть дома, никуда не выходить. Да, и читая вот эти легенды, поэмы ханты народа, там столько слов для нас новых или для нас потерянных, но я их сейчас восстанавливаю. И при переводе с ханты на русский я в хантыйском языке делаю толкователь слов на ханты языке. И я понимаю, что просто словарь писать легко. Написал на ханты языке, перевод на русский. Написал другое слово, перевод на русский. А когда ты это слово истолкуешь для читателя, он уже будет понимать значение слова, как это слово образовалось, или как вошло это слово от какого-то, может, другого народа мы переняли. Вот это все толкователь слов изложено. Если конкретно, я из эпоса большое произведение переложил на русский язык. Это называется «Песни Чегинского старца» на русском языке. Вот. Когда я перевел его, эту песню почитали другие на русском языке уже, они поняли, что вот это произведение очень ценно. Значение истории, значение археологии, значение этнографии. Эта песня, она была записана в начале XIX века венгром Паппой, Иосифом Паппой.
И эта песня ушла в Венгрию, в Германию. И там сначала перевели его с хантейского на венгерский, с хантейского на немецкий. И там она осталась. После, когда у нас наступило время вольное, да, в 90-х годах, тогда эту песню мы обратно нам отдали. И мы вот с тех пор вот эту песню знаем. И когда я перевел, не только ханты узнали, что у них такое богатство есть, но и другие русские тоже посмотрели и говорят: о, какое великое произведение. И спасибо этому великому автору, который вот это произведение написал. Вот те произведения, которые он написал, они по своему значению тоже равны великим произведениям Земли, наверное. Вот так. Я не знаю, может, преувеличил, но я так считаю. Не язык умирает, а вы говорите, что язык умирает, и на нем не разговаривает. Сейчас такие носители, в смысле техника, что можно записать какие-то произведения, сказки, стихи, книги, Википедии, да? И если знаешь язык, какое надо произведение, ты его оттуда возьмешь. Вот. А если ты не знаешь языка, язык для тебя, или для языка ты существуешь или не существуешь, языку без разницы. А язык ведь живой, до сих пор он живет. Но если ты не знаешь, ты умер для этого языка, а не язык для тебя умер. Я вот так считаю. Есть два термина, которые одинаково употребляются: предмет для езды. К примеру, уголь – это нарта или предмет, который едет, использует силу, чью-то силу для передвижения на другое место. А хоп – это предмет, у которого есть двигатель. Двигателем может быть человек, двигателем может быть... Вот мы сейчас здесь собрались, и все разговариваем на своем языке. И это очень помогает. Рыба же плавает и живет там, где родилась, там, где ей комфортно. Так же и человек, где он родился, где его родственники, там он себя хорошо чувствует, по-современному комфортно. Он говорит: очень мне хорошо тут жить. Меня мать ласкает, отец рыбу ловить, оленей растить, лосей добывать, лисицу на воротник шить. О, меня учат. Вот это моя среда. А ты волка возьми в клетку, посади. Или медведя в цирке. Это уже не медведи, это уже не волки. Поэтому не зря же говорят: где родился, ты там и пригодился. Вот у нас бабка 108 лет прожила. Она ни разу никуда из своей деревни не выезжала, потому что здесь ей кислород по нраву. А тот рыбу в другой водоем пусти, он совсем себя по-другому будет чувствовать. Так же человека. Пусти его в Москве жить,
он не проживет, потому что там кислород другой, природа другая.